Всем привет! Сегодня у нас покатушка с велодрайвом. Будем ехать до стоянки Виноградова. В середине покатушки у нас пикничок намечается небольшой. Но я особо не снимал пикничок. Также заедем на Круглое озеро, так сказать, посмотреть на него в осенний период, когда все листья уже опали. Это уже ноябрь у нас, 2 ноября. Че болтать? Погнали смотреть! Холодновато. Не ожидал. Не, я утром тоже так посмотрел, думаю, как-то родились легко. Да? Ну я... Не, ну тут, блин, конечно, вообще ни о чем. Нужно термуху какую-нибудь делать. Она кажется, на самом деле, холодной, на самом деле она нормальная. Я в ней в 0 градусов ездил. Врать не буду. После того, как дома посидел, тяжеловато дается. Здорово. Это я фотографирую. Вот. Да, +1. Кто не знал, в магазине или дома. Там жарко видно. Не, здесь вот лучше. Так правее или левее? На какую дорогу мы едем? Ну, возле кладбища, которое. Смотри, эти фотки были сделаны. Ну да. Видишь, вот это одна и та же дорога, мы кладбище. Она вот там, и мы... А, ну поехали, ладно. Мы кладбище вот так. Смотри. Не надо, что такая дорога гарантированно хорошая, это я не знаю. Да, дыхалочка. Привет передает. Там было гарантированно хорошее. А вы решили поиграть. Поехали по тропинке, все. Что, по травке мы не проедем? Как пройдем, мы и на трассу выйдем. Можно и там проехать, но там будет глина. Я отстал, чтобы снизить пульс, иначе на 185 долго я не проеду, конечно. Плюс легкая боль в правом боку, тоже неприятно. Поэтому чуть подотстал, ну или не чуть, но чуть снизил пульс. Фокина. Так, кто хотел закупиться, закупился. Едем дальше. Нам тут осталось, правда, уже всего ничего до стоянки Виноградова. Когда только начинаешь ехать, холодно рукам. Так, надо подсбросить, там авторские впереди едут. А, постоишь, потом прохладненько ехать, пока не разогреешься. Разогреешься, потом жарко ехать. Блин, где она, золотая середина? Ну, тут дорожка уже такая, тупо отдых. Без тебе этих тягунов и прочего. Катишь удовольствие. На тягунах, конечно, пульс у меня не выводит. Надо прокачивать пульс каким-то образом.
машина. Ух, угроза миновала. Как там у тебя жена выздоравливает? Ну, уже реабилитация, то есть делает эти движения, пытается. У нее 8 болтов, пластина. Она нормально так упала. Как она упала? Ну, там спуск. А у нее новый велосипед на гидравлике. А она привыкла на тросике. Да, она зажимать со всей дури. Через руль, да, летанула? Ну, да, она как-то как по диагонали через руль еще велосипедом накрыла. Я, короче, когда через руль летаю, но, возможно, это уже, знаешь, это уже привычка. Я перепрыгиваю. Я просто, короче... кувырком. Да, нет, я чувствую, лечу, вот, все. Я просто как-то ноги задираю, я через руль перепрыгиваю. Да, то есть у меня жопа поднимается, руль опускается, я просто перепрыгиваю через него. Это уже, наверное, какая-то уже просто привычка, наверное. Ну вот я тоже последний раз, когда падал, через руль педалью зацепился за пенек. И я как-то выпрыгнул с него. Да, вот. А велик остался там валяться. Видимо, это какая-то сформировалась у меня навык. Потому что я в этом году только уже, наверное, через руль летал. Ну, раз 6 или 7 точно летал. Не, пока только один раз, а второй раз я назад упал. Но это по глупости. Пытался колесо поднять. У меня самое глупое было, это когда я в контактах, помню, стоял на перекрестке. И не выстегнулся. И передо мной, короче, бабушка идет, ну, дорогу переходит, а я стою, думаю, сейчас она пройдет. Вот, я, короче, стартанул, а свет уже зажегся, этот зеленый. Ну и в итоге свет загорается, она уже возле самого тротуара. Ну я встегиваюсь и поехал. Она на меня поворачивается и такая... И вот так вот, ну, начала метаться в сторону, в сторону. А я вот уже перед ней. Я, короче, останавливаюсь, не могу выстегнуться и на бок. Просто. Таких много. В лужу падал, вот на МТБ-ке на этой в контактах катал и раскатывал их. По полю ехал, тоже лужа. Вроде лужа как лужа. Заезжаю в лужу, у меня переднее колесо, бам, там яма. И что я не успеваю выстегнуть, и просто на бок в лужу прилег. Вся пластина грязная. Ух, я в себя поверил. Всех, думаю, сниму, а потом быстренько догоню. Так-то догоняю, но быстренько, конечно, у меня не вышло. Вот. Но потихоньку вроде догоняю. 23 иду. Да, тормозилки надо переставить. Стоят они неудобно. Надо их дальше ставить от ручек. Ладно, этим мы займемся как-нибудь на досуге. У меня, короче, более-менее рабочий пульс. Это 164, наверное, где-то. Да, я немного нагреваюсь на этом пульсе, но, в принципе, еду комфортно. А вот выше все, что это уже некомфортно. Не, мы направо надо пойти. Ага. Там же Виноградово. Ну да. Ну тут был с заездом сюда было. Мы на Виноградово по карте покатали. А что, на памятник не поедем? А что там делать? А может, ты не видел его? Там красиво, там на эти земля. Бля, человек там не был ни разу. Я первый раз человек встречаю, который ни разу не был. На эту сторону я еще не ездил. Да, тут глина или что это? Колбасок, блядь. Теперь давайте жарить пытаться. Все, радио. Я сейчас что-то сделаю. Ничего себе. Да. Допинг. Ну, конечно, надо кататься без зубин. Так, лишение велосипеда будет. Обратно с песнями, да? Это изотоника. Да, сюда с песнями едем. Блин, а бумаги взял кто-то с собой? Я там рожек взял и... Скажет, Танёк, что ты хочешь? Да подожди, не сырые. Не, нормально, пока вот тут славим, можно Да, от печки отходишь. Прохладно, там тепло.
смогли доехать до стоянки Виноградова. Некоторые не видели, ни разу там не были. С заездом сюда. А это что тут? Ну, тоже типа такого места, как где мы сейчас остановились, да. Тоже, тут раньше тоже печка была. Уже нет. Землянка есть, да. А тут их 2. Там дальше еще. А, даже 3. Это типа вот это, да? Не, нам дальше. А печка здесь тоже была? Ну, вон на том месте. Ее уже нет давно. Ее разобрали, да? Ну, видимо, поломали. Не знаю. Не дожила. Вот стояночка. Корешки. Типа, наверное, на 17 сентября, на 9, да, что-то. Да, да, тут собираются люди. Тут печка и снаружи, и внутри. В землянке. Но, по-моему, в землянке она там не сильно целая. А землянка там жить можно? Ну, вон она с печушкой тоже. Вон труба выходит, дыма. Ну, там темновато, но там окошко есть в конце. Ага. Ну это по суше, кстати, намного, чем там. Ну да. Жили, да? Вот они тут сидят. А она не глубоко. Она просто вот считай на поверхности. Летом тут прохладненько. А тут камушки такие для 2 подвесов. Давайте так для разнообразия. Ну, кстати, да. Ничего страшного. Не. Налево. То я обтрусил просто грязь. Надо туда, налево ехать. Да ладно, уже тут можно спуститься. Я просто смотрю в другую сторону. Вот так вот. Между прочим, это очень опасно. Да чё? Ну, может только петух погнуть? Да нет. Только сразу... Главное не по петуху. Не-не-не, А не так? по ноге. Не, по ноге оно ничего не самое. Я ожидала, что вы остановитесь. Опа. Вызывайте ДПС. Будем оформлять. Вот, собственно, и скатались. Те, кто не видел стоянку Виноградова, получили ачивочку о ее посещении. Тем более, у нас здесь близко было, о чем не съездить, пока там печка разжигается. Я надеюсь, мы тут долго не будем. После домой вернуться. Не, ну у нас это я звонила. Мы думали, что мы тебя искали, а у тебя не даст. Собственно, все собрались, уходим. Мусор все убрали.
Ну нет, я когда одна еду, мне как Заезжать вообще не прикольно. У меня было на видео летнее круглое озеро, а тут сейчас у меня осеннее будет. У них по спецификации, по заводу рекомендуется сотка. Потом что? Еще прозрачная Блин, что-то умывается. Не, ну мы тут... Нет, конечно. Нельзя ее пить. Что нет, я всегда пью. Эту и на Святом озере. Абсолютно Деваться питьевая некуда, вода. если помираешь, то можно Намного чище, чем у тебя, блин, в квартире, блин, течет с крана. Не спорю. В разы. Да, надо попробовать. Ну, мы Пробуем, с крана тоже не пьем. попробуем. С крана течет кака. Да? Это ж Карстовое озеро. Это ж чистейшая вода. Ну, Единственное, что вот как я бы не рискнул ее пить. поднялась, это торфяники Дна поднялись. нету. Дна здесь нету. Желтая. Да нет. Не знаю, я спускалась летом, дна нету. Все. Я тебе говорю, глубина озера. Здесь-то понятно, что 3 метра. Я думал, все поедут. В грязь все-таки ехать не будем. Будем ехать асфальтом. Вы сюда? Да. Рискнут? Через А? дар включить. Ну, он в Дарковиче выскочил. Ты тут ездил? Грязь? Как грязь? Там песок. Туда не очень? Да там будет грязь. Давай, сколько Федоров из 10? Я посчитаю еще. По уровню Федоровости, да? Сколько? 1? У нас здесь, конечно, не длинный этот участок с грязью, но это безобидная лужа. Там будут лужи похуже. В рифму. Это самое страшное, плюс-минус такое и будет на том пути. Ну вот так, типа того, да. Ну, мне, конечно, по лесу больше нравится кататься, чем по дороге. Ну, блин. Конечно, очень вкусно все это дело. Да, тут в объезд. Кто хочет страдать прямо? Не, там даже квадрики, по-моему, страдают. Там девчонки, я не знаю, на этих, На гревелах. Да, да. Мы-то ладно, мы тут пройдем, а как они там проедут? Ну, им, наверное, будет весело, что. Запоминающаяся поездка. Я в такую погоду сюда не совался. Что, это нормально? Это нормально, зато прикольно в такой грязи буксовать. Ну, дальше будут еще, но не такие. Здесь ничего критичного не было, я не понял. Главное не поскользнуться. И по 10-бальной шкале. Я думаю, где-то семерочка. Семерочка, это значит 35 на 10, я понял. Я так считаю. Все может быть. Дальше получше будет. Вроде. Но еще лужи будут. Это еще не самое страшное, да? Не, это уже самое страшное. Оно в начале в самом было. Нет, там еще лужи будут. Лужи будут, но не такие. Там по краешку можно по воде. Да. Этот маршрут я заучил, да. Я говорю, я здесь даже зимой ездил, вот когда снег сошел, Не, вот зимой я не пробовал ездить, не знаю. грязь была такая, я вот прям здесь рюкзак, и тоже крутил. А как вы ездите зимой? На таких же покрышках? Я вот на этом шелке ехал, да. И он не скользит, ничего?
Нет, у меня тогда еще была нормальная покрышка сами по себе. А, сейчас новые. у меня протектор ушел. Я понял. Тут надо аккуратненько. С дристом. О. А тут я летал об пенек. А, ничего себе, они прямо поехали, ё. Просто лужа, а здесь так. Так, мне надо лифчик подтянуть. Лифчик? Не, лифчик этот, пульсометр. Надо за Федором не поехать. Ты здесь такой, походу, не был? Да нет, головой, только лук чуть-чуть меньше был. А. Не, я вот не совался сюда вообще. Ну, то есть, не, я сунулся. Тоже с той стороны. Увидел грязь и развернулся. Так, Федор, едь вперед, давай траекторию. Да, тут лучше пройтись, наверное. Тут можно рискнуть проехать. Там, по-моему, не глубоко. Практически всю грязь проехали. Дальше песочек и подъем. Наш с Анетой заученный маршрутик. Тут лучше подразогнаться. Потом подъем. Быстро осень пришла. Лето было короткое, холодное. Такой какой-то пробник летом был. Весна была хорошая, кстати. Весна была теплая. С удовольствием вообще катались весной. Заменитель лета, считай, короче. Весна была. Да, надо бы велик, конечно, зимой обслужить. Просто, чтобы вы понимали, я говорю, эта дорога, она проезжается реально в любое время. Я здесь ездил и весной, и осенью, и зимой. Но зимой тут не было, хз. Но зимой, наверное, все замерзшее, вообще все проезжается. Я зимой ездил в оттепель, когда снег растаял. Понял. Здесь примерно то же самое, что и сейчас было. Да, тут очень красиво. А особенно от родника видно лес вообще. А на родник никому не надо, все нормально. Я бы, кстати, вот если Можем, да, свернуть. стороной поехал. Там ехать? Так вот он, возле леса родник. Там можно через Дарковку, Да, вот через частный сектор потом, да, мимо кладбища. Я постоянно так, только так и катаюсь. Самый нормальный маршрут. Да, там хорошо, только песочек возле Дарковки и все. На родник поедем? так, Да, можно. 3 человека. А ты бы поехал там? Я там ни разу не ездил. Там хорошая дорога. Кроме песка отлично. Там, нет, если ехать вот прям до объездной по этой дороге, там один плохой участок, это там, где будет гравий. А, щебень, его уже укатали. А, его укатали уже? Ну, терпимо. Было хуже. Когда его только насыпали, было жестко. Тогда проблем не должно быть вообще. Болото отпиши. У меня звонок. Короче, не захотели. Ничего себе. Йо. Можно новые уши? Свисток! Или ты пешеходом? Это что за штука? Медведи! Не, нормально, вроде собак работает. Испугали куру. Все, пошли. Йо. Ох, вкуснота. Ой, как вкусно.
Народ всегда. Воду ценят здесь. Как ты? Ну, подъемы так, тяжеловато в подъемах. Слегка проходили, еще пожевали. Милое дело, пообщались. Не, отлично, отлично. Да, подъемчики тяжело даются. Я, конечно, не последний, но я прям вообще плохо еду. В подъем. Не, я сейчас буду уже сворачивать, но это так за компанию сейчас накатываюсь. Ну, передавай привет жене, пусть там выздоравливает. Хорошо. И возвращается. Да, давайте тогда удачи. Все, счастливо доехать. Фух. Так, ну что, едем домой. Ну, берем уже спокойный ритм. Удачи. Сегодня хватит. На мойку, конечно, надо бы заехать, но что-то как-то мне уже и не хочется на мойку. Может, потом загоняю, не знаю. Ну, вот дистанция 51. Я думал, я меньше проехал. Такой вот в целом получился велопикничок. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вы досмотрели реально до этого момента, нажмите, пожалуйста, кнопочку подписаться. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там все фоточки со всех покатушек, в том числе и с этой, тоже опубликованы. Также я публикую там анонсы будущих видео. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока. Удачи.